Hi, Здравствуйте. Frank Puslik here С again. вами снова Фрэнк Пьюселек. Got some special, wonderful questions to answer from parents. From many of you that have asked important questions, I'm going to take them one by one and start with this one. Нам поступили интересные вопросы от родителей, которые являются участниками курса. Соответственно, будем начинать. Первый. This is a very interesting question, and I'll try and give you a reasonable, usable answer, but this can be a tough one. Вопрос очень интересный, он будет непростым. Я постараюсь в максимально доступной форме ответить вам на этот вопрос. Ну, посмотрим. How do I keep from accidentally projecting my own childhood difficulties or negative learnings or bad habits onto my children? Как я могу удержаться от того, чтобы не проецировать свои детские травмы, свои шаблоны поведения, свои умозаключения, не воспитывая своих детей в этом ключе? Because that's what most of us do accidentally. Потому что именно к этому приводит большая часть воспитания, совершенно непреднамеренно. Okay, I'll give you some basic answers, some simple answers, Дам вам простые, дам вам базовые ответы, and we'll go from there. и будем двигаться дальше. Okay. First, it's very important for us as parents to continually be working with and learning about our own patterns or difficulties or strong ideas from our own childhood. It's very important we know those. Для нас, как для родителей, невероятно важно знать, какие резкие умозаключения, какие свои внутренние, очень жесткие правила, присущие нам, как родителям. Some of them are a good idea, Иметь некоторые жизненные позиции – очень неплохая идея. and some of them are things that our children should learn from us. Некоторым вещам действительно стоит учить своих детей. One of the very important things we can do if we have a partner Одна из самых значимых вещей, которую нам стоило бы сделать, если у нас в жизни есть супруг или is супруга, sit down with our partner сесть с мужем, с женой, from time to time, ну, периодически hopefully even договариваясь. before we have our children. Давайте надеяться, что вы сели и поговорили до того, как вы решили вместе привести okay. в этот мир жизнь, What kind of values do we want our children to have? и задаться вопросом, какие ценности мы бы хотели привить своим детям, What kind of common ways do we want them to learn to deal with life situations? с какими жизненными ситуациями мы бы хотели, чтобы ребенок потенциально научился у нас What are справляться. the behaviors that we think are most valuable for children to help children grow up to be happy and successful in their lives? Какие реакции, какие поведения, какие характеристики мы хотим видеть в исполнении своего ребенка, который помогает ему или ей построить для себя удачную жизнь. Hopefully we can agree on a list of 10, 12, 15 of those. Давайте надеяться, что мы способны быть единым фронтом, и у нас есть определенные 10-15 незыблемых ценностей, которые разделяет и супруг, и супруга. Now it gets very interesting. Вот теперь все интереснее. Because if my partner and I can talk about those 10, for Значит, если example, я со своим партнером могу обсудить, например, вот эти 10, and if we can agree on how we interact with the child in order to teach the child the proper ways to behave in those 10 situations or with соответственно, мы those 10 заранее rules, договариваемся, что тогда, когда ребенок будет выдавать нам вот такие номера, мы будем реагировать вместе именно так. that's the best. Это лучший способ. Okay, because what that does is it jumps over the difficulties we had when we were a child, mostly. Потому что это по большей части решает те затруднительные ситуации, которые у нас были, когда мы были детьми. Ну, в большинстве случаев. And if we're not able to jump over that, there's an incredibly valuable warning signal that goes off inside of you. И если вы заранее понимаете, что второй человек не приемлет вашу позицию, вашу тактику воспитания детей, это заранее для вас красный флажок, у вас предупреждение о том, что о-о. Exactly. So, what is that? Anytime that you get angry Что означает, каждый раз, когда вы начинаете злиться, when a child does something, человек что-то делает, ребенок что-то делает, и у вас это вызывает what гнев. does it tell you? Это указатель чего? Bing! That's an automatic reaction that you have from your childhood or from some experience that you've had in your life that was difficult for you. Та автоматическая реакция, которая возникла у меня из детства, и мне это напомнило о чем-то, что со мной делали, или что я делала или делал, когда был ребенком. Guess what? Угадайте, что? The opposite side is equally bad. Четкая полярная противоположность в равной степени негативна. Your child does something, Ваш ребенок что-то делает, and you think to yourself, у вас в голове oh, возникает that мысль, is perfect.
идеально, That is наконец-то, exactly what I в want that точности child to do. то, какого я хотел And you вырастить. feel a strong И у вас positive сильное такое emotion. позитивное ощущение. Okay, that's an indication that that's something that you learned as Это a индикатор child того, что that вас was burned into you. просто выжигали в вас определенного рода характеристики или заставляли вас быть именно таким и поступать именно так. Might be good, Что может быть и позитивно. but make sure you and your partner agree on that. Удостоверьтесь в том, что резкие, хорошо, резкие неприемлемо в нашей семье заранее оговорены с вашим супругом. If you don't have a partner, Если у вас нет you're a супруга, single если у parent. вас нет человека, с которым вы растите ребенка, or you're unable, sadly, или, to к have огромному these discussions сожалению, with your жизнь partner, сложилась так, что у вас нет возможности по-человечески договариваться с родителем вторым, then you're going to have to talk to somebody that you тогда вам trust. придется научиться разговаривать с кем-то, кому вы способны доверять. Because it is so easy to accidentally put onto our children the negative ideas and negative values and negative behaviors that we've had from our own childhood. It is so easy. Потому что если нам вложили в голову негативные жизненные принципы, негативные убеждения или же сильные ярлыки, очень легко родителю воспитать своего ребенка точной копией себя. So understand yourself. Первое. Узнай самого себя. Understand the behaviors that you learned when you were a child that you don't like and that you don't want to pass on to your child. Узнай, каким вещам вас старались обучать, приучать, за что вас ругали и наказывали, и какой багаж вы не хотите вручать своим детям. Learn and understand the behaviors that you learned as a child that you like and that you want to pass on to your child. Осознайте, какие навыки, какие вещи, какие внутренние ценности привили вам, вашей семье, и которые вы с радостью передаете в виде воспитания своим детям. And please remember, children don't pay a lot of attention to sophisticated language because they don't have the ability to understand these important and sophisticated ideas yet. Помните, пожалуйста, не увлекайтесь слишком большим объемом ненужного текста, который вы выдаете в виде лекций своему ребенку. Дети не на том уровне, чтобы брать изощренные концепции и выслушивать весь ваш текст. Children understand behavior. Ребенок поймет поступок. So, you're going to be teaching behaviors, Вы будете обучать. Вот в этом случае делаю так. evaluating behaviors, Учите ребенка анализировать свои поступки. and make sure that you understand that anytime there's strong emotional reaction in you, bingo! Приучите себя к тому, что каждый раз, когда у вас возникает явная, яркая, негативная или позитивная реакция на поступки своего ребенка, аккуратно. Of course you can be happy with a child when the child does something that you think is really a good thing for them to do. Ну, конечно же, совершенно нормально радоваться, когда вы понимаете, что ребенок начал осваивать, или у ребенка начало получаться что-то, что для них только в плюс. But happy in moderation. Но излишняя радость нет. Any overreaction, Любые зашкаливающие эмоции child does not understand. ребенок не понимает. A child does something simple, Ребенок делает что-то простое. and one or both parents are, oh my gosh, that's Один или оба wonderful, родителя, you're боже мой, fantastic. ты наш Let me kiss концертмейстер, you, наш fantastic. маленький гений, боже мой, иди сюда, моя гордость. And the child's thinking like, У ребенка возникает мысль, what's the matter with my parents? что с моими родителями не так? I don't understand what Я happened. не понимаю, что они так радуются. And they don't. Moderation. Умеренно. Okay, good. So, how do I make sure Соответственно, как я стараюсь to the удостовериться в best of том, my ability максимально, сколько это вообще возможно, that I don't add to my child's problems the same problems I had when I was young? не добавлять проблем из своего детства и не дуплицировать воспитание, которое навязывали мне, своему ребенку. One, examine myself. Первое. Изучи свои собственные постулаты внутренние. Второе. Talk with my partner, if I have a partner, on what are the behaviors we're going to use to teach our child the good things that we want to teach them. Договорись со вторым родителем, если в жизни вашей и вашего ребенка есть второй родитель, о том, какие вещи для нас являются обязательными в воспитании ребенка и как мы будем реагировать на такое-то количество сценариев. Three, Третье. children learn in small, achievable steps. Ребенок учится небольшими шагами, тогда, когда порученное задание понятно и легко осуществимо в ближайшем будущем. Four, Четвертое. strong emotion does not help.
Сильные эмоции детям не помогают. positive or negative. Позитивные или негативные. Calm, gentle, Спокойно, Positive. уравновешенно, постепенно, and these children are going to grow up И and ребенок not будет have to расти. deal with чтобы ему или ей не the приходилось same stuff that впоследствии you and I carried forever. ходить с теми вещами и с теми вопросами, с теми дилеммами, которые мы с вами пытались разрешить много лет подряд. Nice to talk with you. Рад был пообщаться с вами. Frank's Metagame. Мета-игра Фрэнка. Enjoy. Наслаждайтесь.